Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 30 января. Поговорим о церковном календаре, поговорим о том, кого сегодня почитают в этот день, каких святых, уделим внимание народному календарю. Ну и, конечно же, друзья, поговорим о том, что можно и чего категорически нельзя делать в этот день, 30 января. Давайте далее все более подробно. Итак, 30 января православные христиане вспоминают Антония Черноезерского и Антония Великого. Эти два святых жили в разные эпохи, но между ними много общего. И в историю православия они вошли благими делами, которые совершали для людей. Давайте начнем с Антония Великого. Итак, православная церковь именно в этот день почитает память Антония Великого. Это раннехристианский подвижник и основатель отшельнического монастыря. Родился он в семье богатых и благородных родителей, воспитывался в христианской вере и с ранних лет отличался благочестием. Когда Антонию исполнилось 20 лет, он остался круглой сиротой. Ему пришлось заботиться не только о себе, но и о младшей сестре. Антонио продал все имущество родителей и вырученные от продажи деньги раздал бедным, и воспитывать сестру поручил верным и известным ему девственницам, а сам уединился в пустыню, где жил в пещере неподалеку от своего селения. Позже он переселился в развалины воинского укрепления на берегу Нила, где прожил в уединении около 20 лет. К концу жизни у Антония появилось много учеников и последователей. Также он был знаком с Павлом Фивейским. Павел был одним из тех, кто похоронил Антония, когда он умер в возрасте 105 лет в своей пещере. А вот о преподобном Антонии Черноезерском известно немного. Историки-краеведы считают, что он жил в XVI веке. Местом его обитания стал берег Черного озера в новгородских владениях. Вся жизнь святого прошла в молитвах и в трудах. Он не снимал тяжелые вериги, которые носил на теле, часто постился, был строг по отношению к себе. Всевышний наделил его даром чудотворения и пророчества, которые преподобный Антоний использовал во благо людей. Ближе к своей кончине он воздвиг монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы и стал там первым настоятелем обители. Преподобный Антоний ушел из жизни в 1598 году. Его мощи покоятся на территории бывшего Богородицкого монастыря, в который он вложил частицу души. Правда, от здания, которое подверглось нападениям врагов в 1581 и в 1682 годах, и при советской власти закрытому остались только воспоминания. А вот в народном календаре 30 января назвали как Антонов день или Антон Перезимник. У крестьян было принято в этот день проверять запасы кормов и подсчитывать, хватит их ли до весеннего Юрьева дня. Святому Антонию молились о благополучном отеле коров и о безопасности скота. Святили сено и кормили им домашнюю скотину. Вы знаете, что раньше для наших предков было очень важно, чтобы и сельское хозяйство было, и натуральное хозяйство, и животные, все было в порядке, потому что от этого кормилась вся семья. А хозяйки в этот день пекли толокняные колобки, которые символизировали солнце. Выпечкой угощали и детей в надежде, что лето быстрее наступит. Утром проводили обряд, который помогал обхитрить нечистую силу. Человек, который выходил первым из дома, шел от дома к крыльцу пятками вперед, обозначая следами, что в жилище пришел сам хозяин. В народе говорили «Антона зимы половина». То есть 30 января проходил именно тот переломный момент, когда уже половина зимы остается позади, а впереди ждут февральские морозы.
Крестьяне ждали строгих будней, а также недостатка корма для скота. Люди молились, чтобы конец зимы был спокоен и счастлив, а также пытались анализировать природные явления, чтобы увидеть, какая будет погода весной. В этот день женщинам нельзя было вязать и прясть, готовить чечевицу и бобы, чтобы дети корью не болели и чтобы не провоцировать оспу, язву и чуму. Было принято в этот день печь специальный хлеб, который раздавали родным и близким на здоровье. В Антонов день крестьяне проводили и специальный обряд, чтобы обхитрить нечистую силу, которая гуляет среди людей еще со святок. Утром хозяин выходил из дома и шел до калитками и пятками назад. Обратно возвращался, как полагается. Наши предки верили, что так удастся обмануть злых духов, которые поверят, что в дом пришел мужчина, да не один. Конечно же, в день Антона Перезимнего проводили денежные обряды, но ворожить на деньги имели право только те, кто реально в них нуждался. Согласно народному поверью, человеку сытому магические обряды не только не добавят благосостояния, но еще и уменьшат его. К тому же нужно было просящему о финансовой помощи выдержать трехдневный строгий пост. А чтобы привлечь деньги, утром 30 января выходили на улицу и выкапывали именно у молодого дерева ямку, в которую клали монетку и обкладывали ее мехом или перьями или пухом. После закапывали и поливали водой, набранной из 3 разных источников, читая при этом определенные магические слова. Звучат они следующим образом. Деньги в тепле живут, с каждым днем растут, соками земли питаются, быстро разрастаются, весна придет, богатство мое произрастет, даст плоды золотые, деньги большие. Про закопанные деньги нужно было забыть, иначе обряд не сработает. Ну и, конечно, никому не рассказывать о проведенном ритуале. Также в этот день особое внимание наши предки уделяли народным приметам касательно погоды. Итак, теплая погода в этот день, 30 января, сулила сильные морозы в самое ближайшее время. Вот оттепель предвещала раннюю весну и хороший улов рыбы. Солнце только в полдень показалось, будет ранняя весна. А вот если снег идет, то весна будет поздней. Если ночью облачно, то будет хороший урожай зерновых культур. А вот если у месяца рога круглые, это к ясной и к морозной погоде. Ясный и безветренный день 30 января – это к морозу. Люди, рожденные 30 января, считается, что они дружелюбные, постоянно стремятся к успеху, любят свободу и готовы на смелые поступки. Они смогут стать талантливыми руководителями, организаторами, людьми, за которыми идут люди. В молодости они могут быть душой компании, а с возрастом станут теми, кого уважают и кому прислушиваются все вокруг. В качестве талисмана им следует носить хризоберил и александрит. Ну а тем, кто не чувствует уверенности в своих силах, следует приобрести амулет из прозрачного циркона. Этот минерал способен сделать своего обладателя настоящим победителем, избавить от сомнений, усилить харизму и привлекательность в глазах окружающих. Если вы хотите улучшить свое финансовое положение, то тогда обзаведитесь кулоном из любого металла в форме зернышка или изготовьте себе браслет из монеток, перетянутых красной нитью. Если он будет содержать элементы из бирюзы или сердолика, то вам удастся обрести стабильность и обязательно привлечь удачу. В сновидениях этой ночи вам важно уловить каждую деталь, каждый символ и каждую эмоцию, которую вы испытали во сне. Сюжет сна, центральное действие или главный персонаж – это и есть основа для толкования. В большинстве случаев это самый яркий и эмоционально насыщенный момент сновидения, вокруг которого вращается и весь сюжет. После того, как основной сюжет определен, следует обратить внимание и на дополнительные детали. Это может быть цвет одежды, погода, время суток, предметы вокруг и так далее. Хотя они и кажутся незначительными, как многие люди думают, но именно они играют важную роль в общем толковании сна, внося в него дополнительные оттенки и смыслы.
После того, как все элементы сна определены, попробуйте интерпретировать каждый символ и каждый элемент. Это позволит лучше понять смысл сна. Соедините все эти символы в единую цепочку, и вы получите полную картину. Что же нужно сделать в этот день, друзья, 30 января по народным приметам и традициям? Вы знаете, сегодня лучше всего пойти в храм, в церковь, поставить свечку за здравие, помолиться иконам. Кроме того, в храмах 30 января звучат молитвы, обращенные к двум святым Антониям. В старину, вообще-то, в Антонов день прихожане обращались к преподобным с просьбой защитить от болезней, от житейских трудностей, от семейных проблем. И вы знаете, если у вас есть время, обязательно сходите в церковь, обязательно это сделайте. Также в этот день было принято печь пироги, булки, а также хлеб круглой формы, который символизировал солнце. Старались сегодня угощать всех, в том числе и детей, таким образом передавая им добро и здоровье. Надо обязательно было испечь булочку в виде колобка. Считается, что тот, кто ее съест, тот болеть не будет, а заболевший тут же пойдет на поправку. Люди верили, что 30 января негативная энергетика особенно сильная, поэтому нужно проводить специальные ритуалы, чтобы избавить себя от порчи и темных сил. В частности, для этого было принято идти по тропинке, ведущей к дому, пятками вперед, чтобы обмануть всю нечисть. Также можно было изменить и свой привычный маршрут до дома и пойти по новой дороге. Также сегодня следует особенно остерегаться воров в общественных местах. Считалось, что в этот день существует большой риск натолкнуться на аферистов. Также сегодня следите за своей сумкой и следите за своим кошельком. А вот мужчины в Антонов день 30 января проводили ревизию в закромах, пытаясь понять, хватит ли им запасов, чтобы продержаться до весеннего Юрьева дня, который отмечают 6 мая. Теперь давайте поговорим о том, что же нельзя было делать 30 января по народным приметам. В день Антона Перезимнего нельзя было разрезать хлеб на две половинки. Эта запрещающая народная примета появилась потому, что хлеб на Руси был символом солнца, которое дарит тепло, а его так ждут и люди, и животные, и птицы. Кто же ослушается данного запрета, может рассердить огненное небесное светило, и тогда не скоро оно согреет землю, а на земле наступит страшный голод и мор. Не рекомендуется верить и сегодняшней теплой погоде. Если такая будет, то, знаете, она обманчивая, поэтому нужно обязательно тепло одеваться. Ослушавшийся может встретиться с лихорадками, трясучками, которые не только уложат надолго в постель, но и лишат разума, возможно, даже навсегда. Запрещается в Антонов день прясть, вязать и вышивать. Дети начнут болеть корью, поэтому рукодельницы 30 января занимались генеральной уборкой, стиркой и приготовлением еды. Нельзя в этот день было готовить бобы и чечевицу. По народной примете рассердятся страшные болезни и нападут на людей. Нельзя в день Антона Перезимнего выходить рано утром из дома носками вперед. Нечисть может пристать. Чтобы этого не произошло, надо обмануть темные силы. Для этого выходящий из квартиры или из дома должен дойти до ворот или дверей подъезда пятками вперед, как будто никто не уходит, а напротив, только вернулся домой. Нельзя 30 января оставлять входные двери без защиты от нечистой силы. Для этого перед ней надо нарисовать черту мелом или углем, а на улице провести линию поперек снежной тропы, ведущей к крыльцу дома. Запрещается в этот день играть в снежки, кататься с горок, лепить снежных баб и устраивать другие веселые игры. Зима увидит так, как всем нравится она, и не пустит весну, поэтому еще не скоро тепло наступит, а значит, может начаться голод. Нельзя сегодня и много тратить денег. В эту категорию попадают припасы и другие материальные ресурсы. В этот день вам нужно трезво оценивать свои запасы, и поэтому тратить их впустую не самое разумное решение. Лучше сэкономить, и считается, тогда святой Антоний принесет еще больше денег.
В этот день нельзя лениться и отлынивать от работы. В этот день нужно сделать максимально полезный день, быть трудолюбимым и воздержаться от лени. Нельзя сегодня вставать с кровати на правую ногу. В этот день лучше встать сразу на левую ногу, чтобы 30 января было удачливым для вас. Вот такой, друзья, у нас с вами день 30 января. Обязательно ставьте лайк, в комментарии напишите слово «защита». Пусть Вселенная и высшие силы оберегают и помогают вам. Друзья, кто спрашивал, как можно нас отблагодарить, поддержать нас, друзья, ссылка есть в описании, там прямо и написано. Благодарность можно выразить по ссылке. Нам будет очень приятно. А те, кто нам уже помогает, нас поддерживает, друзья, мы вас всех очень благодарим, отправляем энергию изобилия, достатка, благополучия, здоровья. Пусть Вселенная приумножит эти все мыслимые и немыслимые блага. А прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся в следующем видео.